Всем привет, друзья! Приехала я в Carrefour. Взяла, как всегда, вас. Как уж без вас-то? Скажете, надоело уже с ценами, но работа у меня такая. Надо кушать готовить, дом содержать, чтобы все всегда было в наличии. Ну и вам все это показывать, конечно же. Сегодня начну видео с того, что покажу корм для питания. Многие интересуются в Турции, сколько стоит. Вот, например, да, в Каррефуре для собак. Смотрите, педигри. Вот такая вот банка, 400 грамм, 129 лир. Разные вот такие вот. Для кошек тоже 400 грамм, если в банке, 175 лир. Также есть мелкие вот такие вот консервы. Здесь у нас сколько грамм? Граммов, наверное, 85 написано. 60 лир. 60. Ну и вот такие вот пакетики по 32 лиры. 33, 34. Что еще есть для собак? Для собак что-то больше не вижу. Ну, вот такие вот какие-то. Что это? Как печеньки. 20 лир стоит. Ну, говорят, что здесь дорого. У нас нет как бы кошек, собак, поэтому я не знаю точно, но вот еще с этого края что-то есть. Это разные игрушки, скорее всего. Здесь очень любят кошек, очень любят собак. Многие ходят со своими. Очень много у кого есть свои, да, домашние питомцы. Вот, но у нас нету. Дальше что покажу? Давайте покажу пасту. Пасты есть Colgate по 99 лир, по 73 лиры. Есть вот такие комплекты по 424 лиры. Какие еще известные пасты? Oral-B 302 лиры, 282 лиры, 231 лира. Есть за 90 лир. Вот, Парадонтекс 292 лиры. Знаете, тоже давно не покупаем. Я покупаю все из интернет-магазина Atomy. Ссылочка на магазин есть внизу. Можете сами зарегистрироваться, цены посмотреть. Регистрация бесплатная. Мы здесь ничего не берем. У нас зубные пасты, зубные щетки и для детей, и для себя только с этого магазина. И там получается сколько? 200 грамм, например. Не такая, здесь 65. Мне кажется, вообще нет паст, чтобы где было бы 200 грамм. Здесь вот даже большая, например, 120 грамм. В общем, 200 грамм, короче, пасты там идут. Они недорогие, поэтому я все беру там. Ну и паста подходит и детям, и взрослым, без всяких там жестких примесей. Поэтому шампуни. Шампуни также, если честно, не беру. Ну вот что, например, из нам известного, это пантины. Пантины по 109, 126, 163. Большой объем 226. Какие еще шампуни? Дуру шампунь 97 лир. Альсеф 121 лира. Head and Shoulders 2 в одном написано 159. Кле шампунь 129. Эльсеф 106. Ну, от 100 лир, короче. Тоже шампуни здесь не покупаю, беру все в Atomy. Мне, кстати, рыбку там чистят. Сегодня пришла рыбка, чупра. Заехала я всегда в Carrefour, заезжаю за рыбкой именно. Ну, давайте еще покажу памперсы. Да, вот многие, может быть, интересуются по ценам памперсов, сколько стоит. Например, да, вот 42 штуки, пятерка, 11-16 килограмм. Но это и есть памперсы фирма, просто тут она прима идет. Это как, нет, это не как трусики. 889 лир. Другая фирма, например, 32 штуки, пятерка, тоже 11-18 килограмм, 159 лир, то есть это дешевле. Здесь получается 32 штуки, здесь 42 штуки. То есть вот такая вот фирма Памперс, которая уже
всем известная. Вот так вот стоит. Нулевка, например, 30 штук, 299 лир со скидочкой. Вот такая вот тоже нулевка, что ли? Ну, нет, смотрите, это четверка. Я не туда смотрю, уже разучилась. Четверка 299, 30 штук стоит 299. Пятерка 25 штук 299. Шестерка 22 штуки 299. Восьмерка 17 штук 299 лир. Вот такие цены. Вот есть, вот смотрите, семерка 48 штук 1060 лир. Вот эти дешевые 40 штук. Однерка 86 лир. То есть дешевые есть подороже. Вот. Ну и смеси уж давайте покажу, раз уж мы сюда пришли. Смесь тут вот такая вот. Органик. Смотрите. Комбиотик. 585 лир стоит. Однерочка. Вот. Потом есть Аптамил смесь. Однерочка. 800 грамм. 1149. Двоечка также стоит. Троечка также стоит. Вот. Тройка. Вот такая вот фирма. Комфорт. Написано 746. 400 грамм. Однерочка 615 стоит. Тоже такой же фирмы. Вот такие цены. Я давно уже отошла от этих дел, поэтому не знаю, это дорого или нет. Вот есть, например, каши. Нет, это тоже смеси. Однерка 342, 400 грамм. Двойка тоже примерно так же стоит 342 лиры. Есть вот такой вот. Троечка 888 лир. Я думаю, кто этим интересуется, он 100% ему будет интересно, да, то есть по ценам разбирается. Напишите мне, вот самое интересно, дорого это, нет. Ну вот однозначно, мне кажется, вот такие вот, например, да, я помню, вроде мясные мы по 60 рублей покупали в России, а здесь в лирах 60 лир, и это получается тыква. Вот. Тут кабачок 60 лир, груша 85. Вот такие пакетики, я помню. Ой, столько мы их брали, у нас же еще двойняшки. У меня муж прям за голову хватался вечно. Столько памперсов, столько всего, столько денег уходит. 120, представляете, да? Одна штучка. 120 лир. 121, 120. Я считаю, что это дорого. Есть, конечно, за 55 вот подешевле. Вот, ну что это? Это банан и черника. Это, наверное, уже на постарше. В общем, как-то так. Доместос. Всеми любимый, всеми известный. 74 лиры. Другие есть по 75. Но я этим тоже не пользуюсь. У меня все с атами. Порошки я тоже сейчас не покупаю. Вот эти тяжелые, тяжеленные. По 5-килограммовые или скольки? 7-килограммовые. Я не ношу. У меня очень легкий порошок. Называется листовой. Через приложение заказываю. 200 грамм весит. На себе таскать не надо. И примерно на столько же стирок. И цена тоже так же стоит. Поэтому я уже в этом плане не заморачиваюсь. Так, ну что, перейдем на более существенные вещи, да? Продукты питания. Оливковое масло. 258 лир. Оливковое масло со скидочкой здесь. Литр. Это у нас рафинированное. Вот. Я так понимаю, на рафинированном можно готовить. А если это натураль сизма, вот наподобие этого, да, то есть уже жарить так прям на сильном огне нельзя. Ну вот, я всегда беру Камили. Вы какую фирму обычно предпочитаете? Особенно те, кто в Турции живет, пишите. Солнечное масло мы сейчас вообще не покупаем. Есть вот кукурузное, смотрите. 2 литра 217 лир.
Но я уже и кукурузное не беру, ни подсолнечное не беру. Что-то я там наслушалась о них, поэтому беру только оливковое масло. Вот, есть всякие такие вот приправки. Например, горошек черный. Вот такой вот 79 лир. Если, например, горошек, то есть перец черный молотый, 82 лиры. Кокосовая стружка 32 лиры. Кимьон, кстати, интересная вещь. Почему? Потому что переводчики тмин переводишь, тоже кимьон выходит. Зира переводишь, тоже кимьон выходит. И гадай, что это в итоге. Зердеджал это у нас 19 лир стоит. Куркума. Кикик. Орегано, наверное. Ну, я так считаю. 22 лиры. Черный кунжут 32 лиры. Перец обычный, который они любят очень. Экстра аджи. То есть острый 71 лира. Есть не острый. Она 39 лир дешевле. Вот. Такие примерно цены. У меня там рыбка, наверное, готова. Схожу. Заберу. Так, цена. Посмотрим, сколько получилось. 3 рыбки чупра. 279 за килограмм, 464 лиры. Ну вот, сегодня на ужин у нас будет чупра. Также по мясу хотела бы сказать, да, вот пару слов. Мясо всегда беру только если на глаз, да, только если свежее, красивое. Видно, что здесь оно такое темное уже, подсохшее, давно привезенное, поэтому такое не беру. 749 лир стоит. Беру здесь обычно курицу. Правда, другие места вот есть за 609, 629, 749 и 559 фарш. Но, естественно, фарш делается из разных непонятных частей, поэтому я не беру. А вот, наверное, курочку возьму, скорее всего, потому что это хорошая цена. Сколько там цена идет? Так. 117 пишет за килограмм. Кстати, подорожало. 92 лиры было. Наверное, возьму курочку одну. Здесь вот мне ее сейчас прям порежут. Вот. Только поэтому, наверное, я здесь и беру. Ну, еще, наверное, потому что она чистенькая, хорошая. Я пойду дальше посмотрю по сырам. Вот. Ну, пусть мне ее сделает. Пойдемте посмотрим, сколько тут сейчас нынче стоят сыры. Поставим сюда рыбку и сливочное масло. Давайте сейчас сначала посмотрим. Здесь всегда сливочное масло дорогое. И чин 599 я всегда беру за килограмм 399. Вот такая Пинар 706 за килограмм, это 82%. Но я всегда беру 82% в Шоке или в Биме или в А101 за 395 лир. Поэтому Carrefour в этом плане дорогой магазин. Кефир стоит 90 лир. Вот, йогурты уж, как всегда, везде цены недорогие всегда на йогурты. Например, вот такой вот килограммовый йогурт 64 лиры стоит. Вот. Йогурты такие можно взять обычные со вкусами, да. Вот с персиком 39 лир, с клубникой 39 лир, Активия по 36 лир. Вот такие вот. Киндер. Вот такой 22 лиры. Я вот в Россию ездила, вроде 65 рублей стоила. Вот такой вот 17 лир. Вот здесь есть еще и сливки. Сливки тоже разные. За 37 есть, за 44. Здесь 200 миллилитров обычно. И процентная, там проценты 18, 35. Вот такие. 35-процентная 56 лир. Ну, 18-процентная 37 и 44 лиры. Сыры тоже тут разные.
Вот, например, вот такой вот большой 800 грамм сыр. В водичке он такой. Для вот греческих салатов обычно такие берут. Ну, в России у нас 156 лир. Есть вот тоже. Давайте открыто прям, чтобы видно было. Вот такой вот сыр в водичке. Он, ой, очень тяжелый, если честно. 900 грамм, 318. Вот. Есть разные цены за 230. Вообще за 109 есть. Вот такой вот. Поэтому, да, сыры, конечно, здесь разные всякие. Есть вот такие вот на семитик плавленые сыры. 37-40 лир. Вот. В общем, иски кашап пейнир, вот я беру обычно, похож на пармезан. 350 грамм, 167 лир. 250 грамм, 200 лир. И 300 грамм, 179 лир. Вот такие вот еще сыры есть. Смотрите, я люблю вот такие вот. Для, ну, как для пиццы можно вот нарезать. Очень хороший сыр. Плавится очень хорошо. 116 лир стоит. Вот это тоже я люблю для пиццы. Дилим пейнир. Тоже вкусный очень. Колбасы не советовала бы здесь. Всякие сыры типа чеддера, как у нас, да, вот. Стоит здесь дорого. Дети вот любят вот такие сыры для бургера. 160 лир. Но и для бургера тоже беру. В шоке за 80-90 лир обычно. Вот. Сосиски здесь вот разные. Но сосиски и колбасы здесь невкусные, сразу говорю. Так. У меня там курочка готова. Сейчас я ее возьму. Пломбир стоит 80 лир. Конечно же, все для русскоговорящих так дорого. Так, смотрите. На 286,45. Такая вот курочка одна целая. Беру. Яйца 109 лир написано. 185 лир. 109 лир, наверное, 15 штук. Да, вот это вот 185, 30 штук. Но я за 150 беру, тоже в шоке. Вот, так что дорогой магазинчик, дорогой. Но мы на днях ездили в Большой Мигрос, который на дороге. Там вообще цены, конечно, удивили. Мы там мое кофе, которое я раньше брала, сейчас я, конечно же, пью только с атами кофе черное, хотя у меня Якобс стоит в шкафу. В общем, вот этот Якобс Гранат там 450 стоит, представляете? Вот. А я его брала последний раз за 200 лир. Вот такая вот разница. Короче, Барилла, как всегда уж, самые вкусные макароны, всем нравятся. 47 лир стоит. А так обычно всегда цены вот 26 лир, макароны 38 лир, 46 лир, разные по 27. Вот Анкара макароны мне нравятся, я их беру обычно. Потом вот эти красные мне нравятся, Фелис по 27 макароны. По 14 вот такие вот макароны я не беру, мне не нравятся. Вот. У них вкус даже не очень приятный. Нут. Вот здесь вот есть каррефуровский. 57 лир. Фасоль 117 лир. И вот такая вот фасоль потемнее. 186 лир. Что еще? Гречка 93 лиры. Рис круглозерновой крупный 66 лир. 130 басмати. 144. 77 крупный круглозерновой. 24 это совсем вот мелкий такой кругленький. Вот такие вот цены на рис. Это что у нас? Красная чечевица 131 лира. Что-то чечевица какая-то дорогая, странно. А здесь нету? Здесь вот за 65, видите, есть килограмм.
А тут 131 лира. В общем, вот такой вот разброс цен. О, вот это вот проса, что ли? Булгур написано, странно. На проса похоже, только мелкая совсем. Ценник не тот стоит, и это кино, оказывается, написано. Мука. Ну, обычная мука, вот килограммчик 27 лир. Килограммчик 49. 2 килограмма 49, вот написано. А вот здесь вот тоже на килограмм 49. Цены, конечно, вообще интересные. 5 килограмм 109. 202. Разница 109 и 202. Ну ладно. Ну, короче, фирмы Carrefour обычно дешевле всегда идет. Сахар. Конечно же, сахар. Сахар. Сколько здесь? 3 килограмма 131 лира, 2 килограмма 87 лир, килограмм 46 лир. 46,50. 5 килограммов стоит 191 лира. 141 лира. Вот такие вот цены. Ну, конфеты какие-то такие необычные появились. 298 лир. Интересно. Особо не найдешь обычно такие конфеты в Турции. Так, кофе. Вот смотрите, Монарх. 288 лир. Тоже дорого. Мы дешевле брали. Вот этот вот кофе Монарх Голд. У меня Руслан любит. А я раньше вот Кронат пила. Это не Кронат. Это тоже Монарх. Короче, цены выросли. Я беру черный кофе ватами. Сейчас скажу, 80 штук. Но он прям без ничего, просто черный кофе. Он идет... Короче, вставлю вставочку. 500 рублей, 500 лир точнее я беру его. Надолго хватает очень, но оно очень вкусное. Оно без робусты идет. Чистый такой. Арабика. Вот, вспомнила. Чисто арабика. Ну, классный как бы кофе. Я его вообще прям обожаю. Беру, пью с удовольствием. Пойду в Мигрос. Так, ну что, насколько я отоварилась? На 751 лиру. Курочку и рыбку взяла. Сейчас иду через дорогу в Мигрос. В Мигросе я целенаправленно иду к мясу. Мне нравится здесь мясо. Вот. Хош булдог по 719, по 799 есть. Сейчас возьму какой-нибудь. Что взяла по 799. Прям, ой, красивый цвет. Красный. Приготовила. И, наверное, все. Или фарш взять еще. Интересно. Короче, да, на Акималык я посмотрела свежак. Решила килограммчик взять. Это хорошо, когда вот так вот делать, но все равно хочется, чтобы дома была тоже мясорубка. У меня раньше была в России своя. Хочу, чтобы привезли мне ее. Алтайск Кракдокус 649 стоит, говорит. Вот. Баранина тоже. Тамам башкаюк. Баранина тоже тут свежак, кстати. Вот здесь, в этом Мигросе, мне нравится мясо. Так, смотрите. Килограмм 70 фарша вышло на 695 лир. И мясо, которое вот просто чисто мясо, 799. А за килограмм вышло на 839 лир. Вот такие вот сегодня у меня покупочки в Мигросе. Особо я ничего больше не покупаю. Поэтому даже не знаю, что вам еще показать. Кому вот интересен магазин Мигрос, вы можете мне написать, например, да? Как один раз мне писали, покажите это, покажите то. Я потихонечку снимала. Ходила. То, что написали мне, я выбирала, показывала цены. Вот. Ну, а так примерно, вот смотрите, сыры тоже по 116. То, что я вам показывала, примерно такие же цены. Единственное, здесь вот есть вот такой творог.
для русскоговорящих. Написано прям по-русски творог. Сметана есть, да, вот кому интересно, да. Но я вам показывала магазинчик Тазе Экспресс у нас в Селивке. Кстати, вот. Нет, здесь это 500 грамм. Я думала, сливочное масло по акции. Нет, оказывается. Короче, в Тазе Экспресс есть очень много вариантов тоже для русскоговорящих. Поэтому на этом все, друзья. Пойду сейчас домой готовить рыбку. Вот такой вот небольшой ролик, быстрый, по ценам сориентировать. Кому интересно, могу записывать очень часто такие ролики. Пишите, ставьте плюсики, кому интересны такие ролики. И всем, друзья, как всегда, мирного неба над головой, счастья, здоровья, много денег. Всем